После драматического поворота событий в сердце джунглей тигрица-мать оказалась беспомощной и не смогла защитить своего детеныша от опасности. Когда казалось, что вся надежда потеряна, посмотрите, кто пришел на помощь. То, что произошло дальше, поразит вас. Странный звук нарушил привычное спокойствие, приглушенный, отчаянный крик, который, казалось, доносился откуда-то из глубины джунглей. Этот звук не был похож ни на что, что Эмир слышал раньше. В нем была навязчивая смесь тревоги и отчаяния. Эмир приостановил свой обычный обход местности и наклонил голову, пытаясь определить направление звука. Казалось, что он исходит из-за старого искривленного баньяна на краю заболоченного участка. С каждым мгновением крики становились все громче и отчаяннее. Движимый смесью любопытства и беспокойства, Эмир отложил в сторону свое снаряжение и поспешил к источнику звука, его сердце колотилось от страха и решимости. По мере приближения к баньяновому дереву подлесок редел, а крики становились все отчетливее и пронзительнее. Продираясь сквозь последние заросли, Эмир наткнулся на сцену, которая глубоко поразила его. Там, на небольшой затопленной поляне, молодой тигренок барахтался в воде, его попытки удержаться на плаву становились все слабее с каждой секундой. Глаза тигренка наполнились паникой, когда он забился в мутной воде, явно находясь на грани утопления. Плавание. Эмир замер. Он знал, что тигры опасны, особенно когда ранены или напуганы, и что они превосходно плавают. Эмир задумался, где же его мать, и внимательно огляделся, выискивая в густой листве джунглей какие-либо признаки присутствия тигрицы. Когда его глаза привыкли к тусклому свету, проникавшему сквозь кроны деревьев, он заметил невдалеке блеск металла. Подойдя ближе, он обнаружил тигрицу-мать, ее нога запуталась в браконьерской цепи, которая была закреплена на крепком дереве. Ее глаза были расширены от паники и боли, когда она пыталась вырваться из цепи, ее попытки добраться до своего сопротивляющегося детеныша сводились на нет. Жестоким удержанием. Сердце Эмира упало, когда он увидел эту сцену. Мать была поймана в ловушку, не в силах помочь своему детенышу, и теперь ее рев был полон тревоги. Он понял, что от него зависит спасти детеныша, и ему нужно было действовать быстро. Не теряя времени, Эмир осторожно приблизился к кромке воды. Он снял обувь и закатал рукава, готовясь войти в мутный бассейн. Его сердце бешено колотилось, когда он ступил в холодную и листую воду, от каждого шага по небольшой поляне пробегала рябь. Вода была глубже, чем казалось, она пропитала его одежду и холодила кожу, но он не мог оторвать взгляда от барахтающегося детеныша. Медленно протянув руку, Эмир попытался успокоить перепуганного детеныша нежным голосом. «Все в порядке, малыш», – пробормотал он. Детеныш, почувствовав присутствие спасителя, казалось, немного успокоился, его неистовые движения прекратились, когда Эмир подошел ближе. Наконец, оказавшись на расстоянии вытянутой руки, Эмир опустил руки под воду и осторожно поднял тигренка. Молодой тигр был на удивление легким, его тельце дрожало от холода. Он отнес его обратно на берег, крепко прижимая к груди, чтобы согреть и успокоить. Зная, что он не может оставить мать в таком состоянии, Эмир осторожно приблизился к ней. Он осмотрел цепь и замок, прикидывая, как ему освободить ее, не причинив дополнительных страданий. Но прежде чем он успел попытаться освободить тигрицу-мать, Эмир услышал хруст сухих листьев и приближающийся тихий гул голосов. Его сердце упало, когда он понял, что браконьеры возвращаются, возможно, чтобы проверить расставленную ими ловушку. Он быстро оценил обстановку, подыскивая место, где можно было бы спрятать детеныша и себя самого. Срочность ситуации требовала быстрых и решительных действий. Эмир осторожно поместил детеныша в густые заросли, убедившись, что он хорошо скрыт от случайных взглядов. Затем он занял позицию, откуда мог наблюдать за приближающимися людьми, оставаясь незамеченным. Со своего наблюдательного пункта он увидел двух мужчин в грязной и поношенной одежде, с винтовками и набором капканов и цепей на плечах. Они разговаривали тихими, грубыми голосами, время от времени смеясь, явно не подозревая о присутствии спасателя. Когда браконьеры приблизились к дереву, к которому была прикована тигрица-мать, их разговор стал слышен. «Сначала проверьте этого тигра», — приказал один из браконьеров, указывая на несчастное животное. «За эти шкуры можно получить хорошую цену». Эмир сжал кулаки, его кровь закипела от небрежной жестокости их слов. Он знал, что должен сохранять спокойствие и мыслить стратегически. Непосредственно.
Прямая конфронтация может быть опасной не только для него, но и для тигров. Вместо этого он внимательно наблюдал за их передвижениями, ожидая возможности действовать, не подвергая животных или себя еще большему риску. Браконьеры приблизились к тигрице-матери, которая зарычала и натянула цепь, когда они приблизились. Один из мужчин вытащил связку ключей, вероятно, чтобы проверить надежность замка. Увидев это, Эмир понял, что у него может появиться небольшая возможность использовать инструменты браконьеров против них самих, если ему удастся отвлечь их. Он молча поднял маленький камешек и бросил его в кусты подальше от того места, где прятался детеныш. Звук привлек внимание браконьеров, и они повернулись на шум, подняв ружья. Что это было? Один из них что-то прошептал. «Пойди проверь», — сказал другой, кивая в сторону источника шума. Когда они на мгновение отвернулись, Эмир воспользовался своим шансом. Он двигался быстро, пригибаясь и оставаясь незамеченным, и добрался до того места, где браконьеры оставили на земле свое снаряжение. Он быстро нашел тяжелый гаечный ключ, подходящий для взлома замка. Как раз когда он собирался вернуться к тигрице, он услышал, что браконьеры возвращаются, ничего не найдя в кустах. Понимая, что время на исходе, Эмир принял смелое решение. Он вышел из своего укрытия, держа в руке гаечный ключ, выражение его лица было решительным. «Покиньте это место», — твердо сказал он, становясь между браконьерами и тигрицей, сидящей на цепи. «И никогда не возвращайтесь». Но браконьер лишь пренебрежительно рассмеялся, и на его губах заиграла ухмылка, когда он оценил одинокую фигуру Эмира. «Ты думаешь, что сможешь вот так просто нас напугать?» Он усмехнулся, крепче сжимая винтовку. «Это наша территория, и этот тигр», он указал на тигрицу, «стоит для нас целое состояние». Эмир стоял твердо, и гаечный ключ в его руке был не просто инструментом, а символом его решимости. «Я не позволю тебе забрать ее. Теперь этому конец», — заявил он, и в его голосе прозвучала властность, которая на мгновение заставила браконьеров дрогнуть. Заметив колебания, Эмир взял психологическое преимущество в свои руки. «Оглянитесь вокруг», — продолжил он резким тоном. «Думаете, вы одни наблюдаете за происходящим? Рейнджеры регулярно патрулируют этот район, и им не потребуется много времени, чтобы появиться здесь. Вы действительно хотите рисковать тем, что вас поймают?» Упоминание о рейнджерах заставило браконьеров нервно переглянуться. Они привыкли действовать под покровом секретности, и возможность столкнуться с правоохранительными органами была риском, с которым они не ожидали столкнуться так непосредственно. «Уходите сейчас, и я не буду сообщать об этом», — добавил Эмир, блефуя, чтобы ускорить их уход. «Останься, и тебе придется иметь дело не только со мной». После напряженной паузы браконьер с ружьем медленно опустил его, не отрывая взгляда от Эмира. «Эмир, это не стоит того, чтобы беспокоиться», — неохотно пробормотал он своему напарнику. Бросив последний настороженный взгляд на Эмира, браконьеры отступили, исчезнув в густом подлеске, их уход был отмечен шелестом листьев. Как только они скрылись, Эмир глубоко вздохнул, и напряжение спало с его плеч. Он медленно приблизился к тигрице, говоря успокаивающим тоном, чтобы успокоить ее. Осторожными движениями он расстегнул цепь, которой она была скована, и когда она со звоном упала на землю, ее мышцы заметно расслабились. Тигрица осторожно шагнула вперед, принюхиваясь к воздуху и вновь обретенной свободе. Затем она быстро направилась туда, где был спрятан ее детеныш, издавая тихие и ободряющие крики. Детеныш, услышав голос матери, вынырнул и бросился к ней, их воссоединение ознаменовалось нежным потыканием носом и мурлыканьем. Наблюдая за тем, как тигр скрывается в безопасных джунглях, Эмир почувствовал прилив облегчения. Сегодня он хорошо поработал. Он задавался вопросом, увидит ли он когда-нибудь этих величественных созданий снова. Он и не подозревал, что его желание скоро исполнится. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Эмир освободил тигрицу от браконьерской цепи. После муссонных дождей джунгли стали пышными. Однако опасность, таящаяся в тени, оставалась. Браконьеры, движимые жадностью, все еще появлялись, и животные всегда были настороже. Однажды туманным утром Эмир шел по густым джунглям, совершая одно из своих обычных патрулирования. Насыщенный влагой воздух липнул к его коже, а густой туман затруднял видимость. Когда он проходил мимо части джунглей, известной своими древними баньяновыми деревьями, его зоркие глаза уловили едва заметное нарушение привычного ландшафта, небольшое несоответствие, указывавшее на недавнюю деятельность человека.
Его сердцебиение участилось, когда он пошел по едва заметному следу. Следы были свежими, что указывало на то, что незваные гости все еще могут быть где-то поблизости. Когда туман начал понемногу рассеиваться, Эмир заметил тоненькую струйку дыма, поднимающуюся в воздух невдалеке. Впереди верный признак лагеря. Лагерь. Он низко пригнулся, используя густую листву как укрытие, и осторожно приблизился. Звуки, доносившиеся из лагеря, были заглушены шумом джунглей, но когда он приблизился, стали слышны негромкие голоса разговаривающих людей. Эмир остановился, оценивая ситуацию. Он был один и безоружен, если не считать небольшого ножа, который он носил с собой на всякий случай. Подходить ближе было опасно, но ему нужно было знать, кто там находится и что они делают. Он осторожно крался вперед, пока не смог разглядеть сквозь кусты импровизированный лагерь. Там было трое мужчин грубоватого вида, сосредоточенных на небольшом костре, на котором висел котелок, в котором кипело что-то, что они готовили. Вокруг них были разбросаны различные охотничьи принадлежности, капканы, сети и пара ружей, прислоненных к дереву. Эмир лихорадочно соображал. Он знал, что должен действовать, но прямая конфронтация была слишком рискованной. Вместо этого он решил улизнуть, чтобы позже сообщить властям. Как раз в тот момент, когда он тихо пятился с поляны, под его ногой хрустнула ветка, негромкий звук, но достаточно громкий. В предрассветной тишине мужчины резко обернулись на шум. Эмир замер, сердце бешено колотилось в груди. Поняв, что его заметили, он быстро прикинул пути отступления. Когда мужчины схватили ружья и побежали к нему, густой туман, который раньше был помехой, теперь стал его союзником, скрывая его движение, когда он ускользал вглубь джунглей. Его путь был узким, а дыхание тяжелым, когда он увеличивал расстояние между собой и браконьерами. Как только он подумал, что находится в безопасности, грубая рука схватила его за плечо, развернула и прижала к дереву. От внезапности нападения у него перехватило дыхание, и он попытался прийти в себя. Один из браконьеров, по-видимому, главарь, усмехнулся ему прямо в лицо. «Думали, что вы можете шпионить за нами и просто уйти, не так ли?» Хватка на его руке была железной, когда мужчина заломил запястье за спину, вспыхнула боль. Они были в ярости, обвиняя его в своих недавних неудачах и потерях из-за его усилий по сохранению природы. Когда они связывали ему руки грубыми веревками, один из браконьеров прошипел: «Ты слишком долго был для нас занозой в заднице. Пришло время избавиться от тебя навсегда». Страх охватил Эмира, когда он осознал серьезность своего положения. Браконьеры утащили его поглубже в джунгли, подальше от любых тропинок, которые могли бы увидеть прохожие. Эмир мчался, осматривая окрестности в поисках путей к бегству, но его тщательно удерживали, а браконьеры были настороже. Когда они добрались до уединенного места, главарь браконьеров поднял руку, давая сигнал остановиться. «Этого достаточно. Здесь его никто не найдет», – мрачно сказал он. Пока Эмир готовился к худшему, внезапный шорох в подлеске привлек всеобщее внимание. Грозная тигрица появилась из тени. Ее взгляд был прикован к мужчинам, державшим Эмира. За прошедшие месяцы она не забыла человека, который спас ее, узнав его запах. По звуку голоса. Она приближалась бесшумно, но быстро, ее намерения были ясны. Браконьеры были застигнуты врасплох, на их лицах отразился страх, когда они увидели тигрицу. От потрясения их хватка на Эмире на мгновение ослабла, и он воспользовался этим в своих интересах. Он сопротивлялся, и им было трудно удержать его. Почувствовав, что их внимание отвлечено, тигрица воспользовалась моментом. С мощным ревом она бросилась в атаку. Браконьеры, ошеломленные внезапной угрозой, попытались спастись бегством, выпустив из рук Эмира. Когда они убегали, тигрица встала между убегающими мужчинами и Эмиром, следя за тем, чтобы они не предприняли второй попытки причинить ему вред. Убедившись, что они отступили, она обратила свое внимание на Эмира, который теперь пытался развязать веревки. Осторожно приблизившись к нему, она осторожно ткнула носом в веревки. Эмир, поняв ее намерение, позволил ей разорвать путы зубами. Через несколько мгновений он был свободен. Поднявшись, он повернулся лицом к тигрице, его сердце было полно благодарности. «Спасибо», – тихо сказал он, неуверенно протягивая руку. Она молча смотрела на него, ее взгляд был напряженным, но спокойным.
В этот момент между человеком и зверем возникло глубокое понимание, взаимное осознание риска, с которым они сталкивались, и защиты, которую они предлагали друг другу. Пока дождь продолжал лить вокруг них, смывая следы встречи, они стояли молча, став союзниками в самом прямом смысле этого слова. Момент прошел. Напоследок, кивнув Эмиру, тигрица повернулась и медленно пошла обратно в густую листву джунглей, ее долг был выплачен. Неожиданный поступок тигра и его решительная отповедь браконьерам навсегда запечатлелись в его памяти. В последующие дни Эмир часто ловил себя на том, что смотрит в лес и думает о тигрице. Он знал, что она где-то там. Связь, которая между ними установилась, еще раз показала ему, какое невероятное влияние могут оказывать люди, когда они решают защищать и лелеять мир природы. Встреча с тигрицей была непростой, но в то же время и очень полезной. Ее успешная защита от браконьеров и ее героический поступок были поразительными. Каждый раз, когда Эмир вспоминает этот случай, он улыбается. Сказки, ни одно доброе дело не остается без вознаграждения. Что за сказка? Что вы думаете об этой трогательной истории? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях. Увидимся в следующей.